Добрейший вечерочек. И сегодня, в пятницу 13-го, к нам пришел видоискатель от камеры Ursa Mini 4.6К. Это вечерний Шуберт, и мы продолжаем наше шоу. Того же продавца фирмы AMG Studio. Вот такая была коробка, довольно-таки увесистая. Я думал, что же там такое тяжелое положили американцы. Может быть, боеголовку? На самом деле это видоискатель. Он сделан практически полностью из металла. И камеру весьма утяжелит. То есть видоискатель. И причем в коробке ничего практически нет. Вот такая вот желтая карточка, как и в Урсе, с мануалом и всякой шнягой. Программкой. И, собственно, сам видоискатель. Довольно-таки внушительного вида, как пистолет. То есть он прям реально из тяжелого металла сделан. Вот два проводка таких вот. Видно, что вещь такая добротная, прямо как от кинокамеры Converse. Ну и один винтик, все. Больше никаких нет ни винтиков, ни инструмента для его установки, то есть ничего, то есть это так же, как в комплекте камеры, то есть на всем сэкономили Blackmagic, так что придется так вручную крутить. Вот такой видоискатель, сейчас мы попробуем его установить на нашу Урсу. Карта памяти Wise на 512 гигабайт. Это хорошая карточка, теперь мы сможем долго снимать документальное кино. Площадка для установки видоискателя и винтики были находились в комплекте Рига. Так что непонятно, как его устанавливать на голую камеру. Прикручиваем это к площадке. Мы вставляем пазы в пазы. Здесь она фиксируется, вставляется винт, который фиксирует положение видоискателя. И дальше HDMI, SDI, в смысле выход. HDMI, к сожалению, на этой камере нет. И питание Power Lock. Все. Видоискатель установлен. И камера уже теперь похожа на камеру, собственно. Проверяем, заработает ли видоискатель. Запускаем. Смотрим. Монитор заработал. О, Viewfinder тоже заработал. В него прекрасно видно. Давайте-ка посмотрим. Все очень четко и ярко. Замечательный видоискатель. Я специально планировал использовать эту камеру для съемок документального кино, а там, как известно, очень многое может происходить либо на натуре при ярком солнце, либо еще в каких-то условиях, где монитор будет видно проблематично. Во-вторых, и поэтому видоискатель просто необходим. Во-вторых, как киношнику, мне привычнее смотреть в глазок видоискателя, в визир, чем на дисплей, и кадрировать изображение. То есть тут ты чувствуешь и движение камеры, и чувствуешь композицию лучше, глядя в видоискатель. И фокус, и другие настройки, поэтому он просто необходим. Конечно, он дорогой. То есть стоимостью практически как камера Panasonic GH4. Но здесь он просто необходим для документальных съемок. Для каких-нибудь, допустим, съемок постановочных, хромакеев или еще чего-то там можно и обойтись, где все действие происходит по. Он имеет датчик глаза, датчик движения и три кнопки. Первая кнопка пикинг, который подчеркивает изображение в фокусе. Когда на фокусе оно становится зеленым, очень яркий пикинг. Затем дисплей выключение рамок и параметров, и зум, то есть как бы такой экстендер для просмотра, то есть все, что необходимо кинооператору. Конечно, вообще офигенно. Завтра на утренней съемке мы испытаем видоискатель на улице, как он будет себя вести. Но вообще сейчас это уже внушительно, уже напоминает настоящую камеру.
В видоискателе есть меню яркости, контрастности, настройки параметров. Вот сейчас, если его видно, то посмотрите. Вызывается оно, если долго нажать кнопку пикинг. И потом управляется клавишами. То есть можно настроить его по яркости, контрастности, цветности. В прошлом выпуске я говорил о проблемах крепления микрофона на камеру Ursa Mini. Вот я нашел такое решение. Подвес на гайку 3/8 крепится на видоискатель. Выпускает такие подвесы фирма Ricot, называется Envision. То есть как бы вот он полностью изолирует микрофон от корпуса камеры, от вибраций, от всевозможных. Такое вот очень хорошее решение, правда не дешевое. Очень хорошо подошел микрофон от Rode NTG4 пушка. То есть он дает вполне нормальный уровень и нормальное качество звука. Микрофоны NTG 1 и 2 не подходят, они дают слишком слабый уровень сигнала. Проверим звук на микрофоне пушки. Раз, два, три, по-моему, все отлично, даже никаких шумов корпуса нет, даже если по нему сейчас барабанить руками, нажимать кнопки, ничего не слышно. Все отлично. Что можно сказать? В этой комплектации это действительно камера мечты. Я поздравляю вас с Новым годом еще раз. Как известно, у нас Новый год, как и конец света в России, отмечается 2 раза, по старому и по новому стилю. Так что не отчаивайтесь. Если в первый Новый год и в Рождество Санта-Клаус не подарил вам Урсу, то уже в старый Новый год Дед Мороз обязательно вам что-нибудь принесет. Также подошел китайский Новый год. На него уже точно вас какой-нибудь Хунь-Вейбин порадует каким-нибудь Фантом 4 плюс новым или чем-нибудь еще хорошим. Поэтому смотрите вечернего Шуберта, не отчаивайтесь. Пока!